Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать компактный блок питания DPC-100 от компании Tooltop. Прибор выдает регулируемое постоянное напряжение от 0 до 30 вольт с током 5 ампер. Максимальная выходная мощность 100 Вт. На вход подается напряжение через стандартный вход DC или через Type-C с поддержкой протоколов PDQC. При этом прибор использует максимальное напряжение от порта Type-C. Блок питания может работать как источник постоянного питания, как и источник постоянного тока. Прибор прост в управлении и имеет много защит, но о них поговорим позже. Компактные размеры прибора позволяют его носить в кармане. В комплект идет удобный бокс для переноски. У меня на канале постоянно делаются обзоры различных приборов. Подписывайтесь на канал, чтобы эти обзоры не пропустить. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Поставляется прибор в такой жесткой упаковке, который защищает прибор при пересылке. Открываем коробку. Внутри лежит бокс для хранения и переноски прибора. Достаем бокс. Открываем. Внутри бокса довольно удобно все уложено. В комплект идут довольно мягкие шнуры. С одной стороны тюльпаны, с другой крокодилы. Длина шнуров около полуметра. Тут же лежит подробная инструкция на английском и китайском языке. После информации из этого ролика вам вряд ли эта инструкция понадобится. Если же вам нужна инструкция на русском языке, я могу поделиться своим переводом инструкции. Пишите заявки в комментариях. А вот тут лежит сам прибор. В комплект прибору сетевой блок питания не входит. Тут находится стандартный разъем DC, к которому можно подключить большинство блоков питания. Цоколевка есть на корпусе. Напряжение на входе не должно превышать 32 вольт, но не ниже 5 вольт. Я же буду использовать сетевой блок питания на 100 Вт, который идет в комплект паяльнику FNIRSI HS02. Он как раз подходит по мощности к этому блоку питания, который мы сейчас изучаем. Подключаю прибор. Прибор управляется 3 кнопками и 3-позиционным мини-джойстиком. Вправо, влево и непосредственно нажатие. Еще его называют 3-позиционной кнопкой. Это все, чем управляется прибор. Через данный Type-C можно подключить компьютер и управлять прибором через него. Тут находятся выходы тюльпанов, плюс, минус. Посередине находится красный светодиод, указывающий, что напряжение на нагрузку подается. Спереди и снизу находятся отверстия для вентиляции. При больших нагрузках следует следить, чтобы они не были перекрыты. Включаем питание, нажав эту кнопку. У нас прибор включился, хотя напряжение на нагрузку не подается. Большие цифры – это напряжение, ток и мощность на выходе. Но они пока по нулям, так как выход отключен. Экран довольно яркий, разрешением 320 на 240. Цифры на экране хорошо видны под разным углом зрения. Первое, на что нужно нам обратить внимание, это входное напряжение. Оно отображается здесь. Оно должно быть минимум на 1 вольт выше, чем выходное напряжение, так как данный блок питания понижающий. У нас напряжение около 20 вольт. Это напряжение на входе Type-C. Следующим этапом нам нужно настроить выходное напряжение. Обращаем внимание, нам нужно, чтобы знак подчеркивания был именно в ячейке регулирования напряжения. Переключиться между ячейками можно с помощью данной кнопки.
Отклоняя джойстик вправо-влево, мы выбираем разряд, который будем регулировать. Коротким нажатием на джойстик выбираем этот разряд, и мы можем его регулировать. Выбираем необходимые значения и опять нажимаем на джойстик. Обращаю внимание, что нажатие должно быть реально коротким, иначе вы попадете в настройки прибора, о которых поговорим позже. Я поставил напряжение 12 вольт, так как буду подключать лампочки на это напряжение. Нажимаем кнопку и переключаемся на настройку максимального тока. Эту функцию можно использовать как ограничитель постоянного тока, или когда блок питания используется именно как источник тока. Я оставляю максимальное значение 5 ампер. Дальше идет настройка защиты. Если мы в процессе опытов будем производить регулировки напряжения и тока, то можем легко выйти за пределы параметров нагрузки, и она может сгореть. Я ограничил предельное напряжение на нагрузке 14 вольт. При таком напряжении лампочки еще не перегорят, а защиту по току трогать не буду. Она остается на пределе чуть больше 5 ампер. Давайте посмотрим, какие параметры еще нам показаны на дисплее. Тут показана температура внутри прибора. Надо следить, чтобы данный прибор не перегрелся. Ниже находится номер предустановки, в которой мы сейчас находимся. Сейчас мы находимся в нулевой. Эти предустановки можно выбирать и настраивать. Об этом поговорим позже. Тут отображается энергия, пройденная через прибор, в миллиампер-часах или в милливатт-часах. Зеленый значок показывает, что прибор работает в режиме генерации напряжения. И тут отображается CV. Если прибор переходит в режим генерации тока, то значок становится оранжевым, и тут будет отображаться CC. Если прибор отключается по ошибке, то значок становится красным и отображается код ошибки. Коды ошибок есть в паспорте прибора. А тут, кроме входного напряжения, можно увидеть входной ток и потребляемую мощность на входе. Чтобы подать напряжение на выход, нажимаем кнопку Output. У нас загорелся светодиод. Индикатор показал напряжение. И тут отображается надпись ON. Выход включен. Давайте я вам покажу, как работает защита. Сейчас на выходе 12 вольт. У меня защита настроена на 14 вольт. Вот я регулирую напряжение на выходе. И в результате ошибки я задал напряжение 15 вольт. И у нас нагрузка отключилась. Тут загорелся красный значок и отображается, что срабатывание защиты произошло по напряжению. Если мы попытаемся еще раз включить выход, то у нас опять срабатывает защита. Чтобы сейчас включить нагрузку, то нужно или уменьшить напряжение на выходе, или поднять напряжение защиты. Очень удобно, что в приборе есть такая защита. В моем стационарном лабораторном источнике питания такой защиты нет. Я вернул напряжение на выходе 12 вольт, и мы можем блок питания включить. Если мы длительно будем удерживать эту кнопку, то переключаемся в графический режим отображения напряжения и тока. Даже эти значения вместе с мощностью дублируются сверху. Это иногда удобно. Но мне удобнее, когда отображаются цифры. Опять удерживаем и возвращаемся в основной экран с цифрами. Мы находимся в нулевой предустановке. Если удерживаем эту клавишу, то мы запоминаем значение этой предустановки и можем выбирать другую предустановку. Вот я, например, выбрал вторую предустановку. Нажимаем Output. И тут у нас уже отображается вторая предустановка. И у нас настройки уже другие.
Данные значения мы можем поменять. Ну давайте я вернусь в нулевую предустановку, которую я уже настроил. Всего этих предустановок 10 штук. Можно регулировать значения прямо в таблице, но удобнее это делать, если выбран белый экран в настройках. Мне больше нравится их регулировать, находясь непосредственно в них, как это я делал в начале ролика. Вот я подключил нагрузку. Нагрузкой у меня 3 лампочки по 12 вольт, 20 ватт каждая от автомобиля. Переключателями мы можем ступенчато регулировать мощность нагрузки. Сейчас я подключил 3 лампочки. Блок питания легко держит эту нагрузку. Температура поднялась только до 41 градуса. Давайте снизим нагрузку, подключив только одну лампочку. Обращаю внимание, что напряжение на выходе не поменялось. Прибор хорошо стабилизирует напряжение при изменении нагрузки. Давайте сделаем еще один эксперимент. Вот я уменьшил ограничение тока в нагрузке до 2 ампер. Напряжение на выходе не поменялось. Но давайте подключим еще одну лампу. Как видите, напряжение на выходе упало, но ток на выходе ограничен 2 амперами. Давайте включим еще одну лампу. Накал ламп еще уменьшился. Напряжение стало чуть больше 2 вольт, но ток остался 2 ампера, таким, каким мы выставили. Обращаю внимание, что тут значок уже оранжевый, и на нем написано CC. Так, на этом приборе работает стабилизация по току. Отключаем выход. Давайте посмотрим настройки прибора. Для этого длительно удерживаем среднюю кнопку джойстика. Первый пункт – ограничение по максимальной мощности. Я ее не трогаю. Следующий пункт – это ограничение по температуре. Оставляю 85 градусов. Здесь задается изначальное отображение на главном экране цифр или графика. Оставляю цифры. Следующее. Можно изначально выставить входное напряжение от входа Type-C, чтобы не перегружать сетевой блок питания, если максимальное напряжение от него не нужно. Дальше яркость экрана. Его можно регулировать. Изначально было 80%, я ставлю 100%. Следующий пункт – громкость динамика. Для меня комфортно 20%, хотя изначально было 80%. Дальше выбор языка. Тут английский и китайский. Оставляю английский. Дальше выбор цветов в теме. Мне больше нравится черная тема, и я ее оставляю. Настройки темы распространяются на страницу предустановок и настроек. На главный экран она не влияет. Дальше выбор единицы измерения температуры. Оставляю отображение по Цельсию. Дальше номер модели. Сброс заводским настройкам. Калибровка прибора. И выход. Мои впечатления об этом компактном блоке питания. Удобно, что он имеет маленькие размеры и возможности его не хуже, чем у большинства стационарных лабораторных блоков питания. Но следует учитывать, что мощность ограничена 100 ваттами. Напрягают только маленькие цифры на дисплее для отображения дополнительных параметров. Такой блок питания можно на объект принести в кармане. Единственное, нам надо заранее знать, от какого источника мы будем данный прибор запитывать. Чтобы подключить его к сети 220 вольт, то нужно с собой еще носить сетевой блок питания со шнуром. Можно его запитать от бортовой сети автомобиля. Только выходное напряжение будет ниже 11 вольт, и это нужно учитывать. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Ссылку на этот прибор я оставил в описании.
Поделитесь видео с теми, кому такой прибор может быть интересен. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых роликах.